Всем салют, с вами пилот Никита. Осталось 5 минут до вылета. Давайте быстро в самолет, нужно вылетать. Многие думают, что в самолет можно просто так прыгнуть и полететь. Это не так. Те, кто смотрели предыдущие выпуски, знают, что перед вылетом самолет нужно проверить как внешне, так и внутри. Мы сегодня это все сделали, и сейчас мы готовы вылетать. Но прежде чем вылететь, нам нужно сделать некоторые вещи. Первое. Подать план полета за час. Я это сделал, а также проверить погоду на нашем маршруте. Сегодня мы будем летать в районе аэродрома, поэтому погоду будем проверять тоже над данной точкой. Добрый день, Янки Ромео 5644, Раецкий Никита. Итак, мы предупредили руководителей полета о том, что мы будем выполнять работу над данной точкой. Сейчас мы должны еще раз проверить погоду. У меня есть специальная программа, называется она SkyDemon. И мы смотрим, ветер у нас 350 градусов, 8 узлов. До полета я сделал взвешивание, посчитал, какая дистанция нам нужна для разбега с данным количеством топлива, то есть мы в норме. Это обязательная процедура перед каждым вылетом. Сейчас мы будем запускаться. Не забываем о том, что во всех полетах пилот должен использовать чек-лист. Первый пункт. Ремни пристегнуты и затянуты. Предметы в самолете зафиксированы. Кран топлива, он перекрывается. Он у нас должен быть открыт. Мы включаем мастер, магнето, стробы, чтобы оповестить окружающих о том, что мы запускаем двигатель. Далее мы фиксируем наши тормоза. Зажимаем. И добавляем шок. Шок – это дополнительная подача топлива в карбюратор. 2 шока дать и 1 держать в натяге и отпускать, когда самолет заведется. Вот он, наш самолетик запустился. Теперь мы выставляем 2500 оборотов. Так прописано в нашем мануале. И ждем, чтобы самолет нагрелся. Так, выставляем наши параметры давления. А теперь мы должны выставить код транспондера. Нам его дали диспетчера. Для того, чтобы за нами наблюдать и контролировать нас в воздухе. Выставляем на механическом приборе давление. И ждем, пока самолет нагреется. Обороты чуть поднялись, прибираем. Ветер мы определили, мы всегда взлетаем против ветра. Цифра угла ветра должна быть очень близка к цифре полосы, с которой мы взлетаем. То есть у нас ветер 350 градусов, и мы взлетаем с полосы 340. Сейчас на аэродроме никого нет, но для того, чтобы обезопасить себя и другие борты, которые могут вдруг прилететь, я буду все говорить в эфир. Горешты Янки Ромео 5644. Руление на предварительный 3-4 по Альфа. Горешты Янки Ромео 5644 на предварительном 3-4. Information copied on holding position runway 34. Вот почему очень важно всегда докладывать в эфире о своих действиях. К нам на аэродром прилетел самолет, и он меня услышал. А сейчас мы будем проверять наши двигатели, а точнее то, как работают наши магниты. Мы выставляем обороты 4000 и выключаем по очереди одно и второе магнето, наблюдая за оборотами, что они не падают больше 300. Далее мы вытягиваем до холостого хода и смотрим, чтобы самолет не заглох. Если он не глохнет, то все хорошо. Выставляем закрылки 10. Далее держим ноги на тормозах, даем полный газ, включаем транспондер и взлетаем. Оповещаем.
Garesht и Yankee Romeo 5644, departing runway 34. На данном самолете скорость отрыва порядка 65-70, и скорость в наборе с закрылками должна быть не выше 100. Мы набираем около 800 футов с закрылками. Вот у нас здесь показана высота. И потом мы закрылки будем поднимать, потому что они нас будут тормозить. Вообще, что я хотел вам показать, что на данном самолете все очень просто. Управлять им просто, следить за всем тоже очень просто. Очень просторная кабина, открывается хороший вид из окна. Если самолет стабилизирован, мы не прикладываем большие усилия для его управления. Он летит прямо. И если сравнивать этот самолет с приблизительно похожими самолетами, как Cessna 150, не из категории ультралайтов, штурвал будет здесь более чувствительный. То есть на мои команды он отвечает более резко, нежели чем Cessna. Также и команды вверх и вниз. Самолет очень летучий. То есть если мы убираем газ, держим его на скорости, оптимальной скорости планирования, это где-то 90 км в час, самолет не падает. Вот он может спокойно спланировать безопасно на какую-то площадку. То есть у нас есть много времени. Что касается сваливания, что такое сваливание? Это когда поток вокруг крыла прерывается за счет нехватки скорости, и самолет начинает проваливаться вниз. У данного самолета очень сложно достичь сваливания, потому что у него есть вортекс-генераторы на крыльях, ну и сам он очень легкий. Мы прибираем двигатель и держим штурвал на себя до тех пор, пока нос начнет чуть-чуть падать. То есть у нас сейчас скорость 30 км в час, и, как вы можете наблюдать, самолет не падает вообще. То есть нет у него такого, что он сваливается. Вот только сейчас, и в таком случае мы поддаем газ, и самолет очень легко восстанавливается, и сваливание он очень стабильный. Что есть большое преимущество для студентов, которые учатся. Потому что вдруг, если они попали в такую ситуацию, им просто будет достаточно добавить газу, если самолет не вошел в штопор. Если он вошел в штопор, то есть его нужно вывести из штопора противоположную сторону педали, в которой он крутится. И еще одна крутая штука, которая есть на данном самолете, это автопилот. Как он работает? Автопилот должен быть сбит. У нас должен быть нулевой набор высоты, стабильная скорость и обороты. И мы задаем ему команды, как мы хотим. Это может быть по направлению. Он берет то направление, в котором мы летели, и ту высоту, на которой мы были. Далее вот этими курсорами мы можем выставлять то направление, которое нам нужно, и, соответственно, и высоту. Вот я подкручиваю вправо, и самолет идет вправо. Добавляем чуть-чуть газу и выставляем, я выставил высоту, и самолет сейчас сам набирает ее. К сожалению, газом самолет управлять не может. Он может контролировать направление вверх-вниз, влево-вправо. Педали, которые отвечают за вот такое вот направление самолета, тоже не контролируется автопилотом. Еще одна крутая опция в автопилоте — это то, что мы можем задать определенную точку на карте. Предположим, это будет аэродром Garesht. Мы выставили ее на нашем навигаторе и переключаем ее на навигатор. Сейчас самолет сам будет разворачиваться и направляться в сторону аэродрома Garesht. Мы можем даже задать полосу
на которую нам нужно, он спланирует заход. Конечно же, не до полной посадки, но это тоже очень-очень крутая функция. Для того, чтобы отключить автопилот, мы нажимаем вот на эту кнопку и берем контроль на себя. Сейчас я хочу вам продемонстрировать аварийную процедуру отказа двигателя и как мы будем с ней справляться, как мы будем безопасно сажать самолет. Пока мы подлетаем к аэродрому, я хочу сказать, что данный самолет идеально подходит для тех, кто любит летать часто, любит путешествовать на такие дистанции, как 600-800 километров. На этом самолете это реально и не так дорого. Также он подходит идеально для обучения пилотов. Ну и вообще, я люблю этот самолет. Давайте сравним самолет с машиной. Мы на данном самолете можем, предположим, с Кишинева до Бухареста долететь приблизительно за 2 часа 20 минут. Зависит от ветра. 2 часа 20 минут нам обойдется в летное время около 230 евро. Плюс мы должны будем заплатить таксы аэропорта в Кишиневе и в Бухаресте. Это порядка 95-100 евро для нашего самолета. Ну и в общей сложности полет нам обойдется в 350-360 евро. Где-то так. Если сравнивать с машиной, я думаю, что опять же зависит от расхода машины, но также нам нужно покупать страховку, тратить много времени. Дорога до Бухареста обычно занимает 6 часов, смотря кто как ездит. И это выходит около 180-200 евро. Самолет выходит 350, машина выходит от 150 до 200. Но мы экономим время почти в 3 раза. Сейчас мы сделаем низкий пролет над полосой. Хочу вам показать, как хорошо самолет набирает высоту. Потом мы сделаем одну посадку, и я вам продемонстрирую аварийный отказ двигателя и процедуры, которые следует выполнять для безопасной посадки. В общем, хочу продемонстрировать вам посадку с закрылками 10 и с закрылками 30. Закрылки — это своего рода воздушные тормоза. Когда нам нужно, чтобы нас встречный поток остановил, мы гасим скорость. У нас есть вот такой вот индикатор, то есть белый индикатор — это когда мы можем выпускать закрылки. Мы проверили, что у нас скорость в норме, выпустили закрылки 10. Далее прибираем чуть-чуть газ и ждем, пока нас встречный поток чуть-чуть притормозит. И выдерживаем нашу глиссаду на посадке. И уже когда мы близко к земле, мы начинаем потихоньку подтягивать и аккуратненько сажаем самолет на задние стойки шасси, придерживая на себя штурвал, чтобы не травмировать нашу стойку. Далее мы взлетаем опять, даем полный газ, придерживаем нос вверх, ждем, когда нас начнет приподнимать от земли, пускаем нос вниз, набираем скорость и держим скорость не больше 100 в наборе. То же самое, как мы делали при взлете. Сейчас мы сделаем еще одну посадку. Еще одна посадка будет с закрылками 30. Тут совсем другая техника посадки. Самолет садится вот так, то есть почти вертикально. Выравниваемся, опускаем нос, выравниваемся по полосе и выпускаем закрылки
20 и 30. В каких случаях нужно использовать 30? Когда у нас дистанция для посадки очень-очень короткая. Сейчас я сделаю посадку с полной остановкой и потом покажу вам, как делается взлет на тоже короткие дистанции с большими закрылками. То есть в общем, сейчас нам понадобилось порядка, 50 метров, чтобы сесть закрылками 30. Далее мы выпускаем закрылки 20. Даем полный газ. И сейчас у нас будет взлет с короткой дистанции. То есть порядка 35-40 метров нам понадобилось для взлета. Вот у нас еще почти целая полоса впереди, а мы уже взлетели. Это очень большое преимущество данного самолета, потому что при отказе двигателя вы сможете много куда сесть. А, кстати, сейчас покажу, что происходит при отказе двигателя. Предположим, мы выполняем полеты по кругу, тренируем посадки, и вдруг у нас случился пожар двигателя. У нас прописаны тут процедуры, но данные процедуры каждый пилот должен знать наизусть. Вот у меня отказывает двигатель. Первое, что я должен сделать, это опустить нос и держать скорость, чтобы не падать. Далее я должен определить площадку для посадки. Так как я возле полосы, я буду планировать свой заход на посадку туда. Если у меня горит двигатель, я перекрываю кран топлива, выключаю магнето, оставляю мастер включенным, если мне нужны приборы. Далее выпускаю закрылки и планирую безопасную посадку. Да, то есть у нас сейчас самолет просто, то есть пропеллер крутится из-за того, что у нас есть встречный поток, и за счет высоты мы летим. Далее я глушу двигатель, открываю двери, эвакуируюсь из самолета и вызываю помощь. Долетайте на Ситиусах, это безопасно.